общий расклад Таро. Этому мужчине ты нужна по судьбе. Друзья, давайте посмотрим сегодня и погадаем на картах, какому мужчине по судьбе вы нужны. И, возможно, вы знаете этого мужчину, возможно, не знаете его, возможно, догадываетесь, возможно, когда-то были знакомы, возможно, у вас было знакомство, а вы как-то с первого взгляда еще пока ничего не поняли. Возможно, вы уже познакомились, и у вас что-то развивается. В общем, вы найдете себе подсказки, советы, инсайты по этому мужчине. Это такой, как бы общий расклад для, что ли, самоченнелинга, да? Давайте так назовем, или самоопределения, да? То есть можете смотреть на конкретного мужчину уже, который есть, и вы не знаете, например, стоит ли вам продолжать с ним отношения, да? Или стоит ли, наоборот, разрывать их. Настраивайтесь на себя, на свой поток, на свою интуицию. Сегодня будет Алехандро Таро Шепот Теней. Шепот Тенев. Знак и доля Алехандро. Давайте начнем, посмотрим, как карты видят вас. Да? Какой вообще. Да? Это для женщин больше расклад. Смотрите, вы женщина целеустремленная. Может быть огненная, но здесь больше такой человек, который может и склонен добиваться целей своих. Это карта целей. Можете вести отношения на дистанции. И можете, возможно, у вас есть любовник. Это любовника карта. Может быть, вы любовница, да, любовник-любовница, да. Но, тем не менее, вам важно достигнуть цели в отношениях, да, то есть и получить отношения как таковые, и достигать в отношениях каких-то поставленных задач. Вам отношения нужны не просто для того, чтобы был партнер рядом, да, есть и все, этого достаточно, и таких отношений много. А вам не просто так, чтобы он был, а еще чтобы и дальше как-то их развивать еще, да, то есть вы в процессе трансформации постоянно, в движении. Это карта активного движения, причем движение из того места, где вы находитесь сейчас. И здесь важно понимать, что, возможно, вы ищете партнера не здесь, где находитесь. То есть вам можно и нужно, возможно, искать, за пределами того пространства, в котором вы находитесь. То есть в другой стране, в другом городе, в другом кабинете, да, условно говоря. Вы женщина, которая любит роскошь. Бедность вы не воспринимаете, давайте так скажем, ни на нюх, ни на дотик, да, украинскую дотик, ни на касание, да, то есть вы не хотите быть бедной, потому что для вас бедность это от слова беда, да, это оно так и есть на самом деле. Любите подарки, любите дорогие вещи, ценные вещи, в общем, знаете себе цену, и стремитесь жить в мире, который не хуже, да? Не хуже, а чем лучше, тем лучше. Вот так. То есть вы живете по принципу не чем хуже, тем лучше, а живете по правильному принципу. Чем лучше, тем лучше. Окей. Далее. Есть кто-то или что-то из прошлого, оно далеко от вас, что вас не очень сильно отпускает. Возможно, вы мужчину этого знаете. Я не исключу, центральная карта двойка жезлов. Вы, скорее всего, с этим мужчиной уже, как минимум, были знакомы. Может быть, это бывший. Это может быть бывший на расстоянии. А может быть, человек, запавший просто в душу. Он вам понравился. И вы понравились ему. И также это может быть человек, который вам так и говорил: слушай, ты мне нравишься, ты красивая. Да, ты красивая, и ты мне нравишься. Окей. Что-то из прошлого держит вас. И вы хотите что-то изменить, да, оно вас придерживает так слегка, да, то есть над вами имеет власть кто-то или, давайте скажем, какой-то человек все-таки. Были у вас уже отношения, которые оставили вслед, может, вы их просто не хотите отпускать, не готовы, да, и из-за этого вы и гадаете здесь, да. Вы человек, склонный к нагнетанию ситуации, обострению ситуации и самонастрою. То есть вы себя можете так взбодрить, взвинтить, да, и
ну, накрутить, да, то есть самонастрой. Вы человек такой достаточно, может быть, любопытный, вот, но и интересуетесь тем, что или тем, что было давно. То есть вам важно знать прошлое загаданного, вам важно знать прошлое мужчины, который может быть с вами потенциально. И вы можете покопаться в нем. Это для вас, в принципе, не составляет труда, да? Ну, так, вот такая карта некой такой подозрительности, да? Важно знать, что было у партнера в прошлом, и важно в нем еще и поковыряться. Ну и еще одна карта, которая характеризует вас, человека, который, ну, в принципе, вы ответственный человек, вас таким, знаете, беззаботной харитоншей, которая просто любит наслаждаться жизнью, нельзя. Вы человек ответственный. Вы, если вот берете ситуацию, берете инициативу в свои руки, то, ну, ответственно ставитесь, ответственно относитесь к тому, что с чем вы в контакте или с кем вы в контакте. Это у вас, кстати, по роду идет. По родственникам вашим, да, то есть вы человек ответственный. Окей, давайте посмотрим, что далеко от вас, что на дистанции от вас вообще находится. Что вы там ищете, да, или какая там у вас может быть цель, вот там, куда вы идете. А там судьба, вы правильно чувствуете, это колесо фортуны, видите? Инь-ян, да? Там ваша вторая половинка, то есть вы, в принципе, идете правильным курсом. То есть то, куда вас тянет, оно по судьбе. То есть вот он по судьбе человек, мужчина. Он может быть и огненный. Обращайте внимание на огненных мужчин, особенно лев, овен и, ну, стрелец. Это вообще аспект стрельца. Дальше смотрим. На дев тоже обращайте внимание. Тут дева тоже судьба и мужчина рядом с девой. Дальше давайте смотреть, что для вас есть роскошь и шикарный подарок судьбоносный. Какой он? Ну, вы знаете, это чувство все равно. Ну, вы этих чувств немножко страшитесь. Возможно, было такое, что в прошлом вы обожглись. И вы открылись какому-то мужчине, а он от вас отдалился. Или, ну, как-то не очень хорошо поступил с вами. Но, тем не менее, самым дорогим вашим подарком это есть такое ощущение, что оно глубинное будет. Родственные души. Здесь судьба, луна, то есть как бы слияние, как принятие, да, этого человека. Как будто бы вы хотите раствориться в этом человеке. И это возможно. Также для вас подарком, самым дорогим, ну, если вы планируете беременность или ребенка, еще это может быть и рождение ребенка в принципе. Это может быть здесь. Здесь очень хорошие карты, если идти к цели, подарок, роскошь, да, то есть ваш фундамент материальный, да, вот материя. Здесь есть и материя, и есть вода, и есть огонь, да, то есть все есть. Только единственное, ну, как бы не хватает особо воздуха, но он тоже тут есть. Что все карты у вас более-менее гармоничный мир, да, у него с перекосом в перспективу движения, но, в общем-то, ничего. То есть самый дорогой для вас подарок это вот именно раствориться в партнере. Ну и чтобы партнер растворился в вас. А когда происходит вот это вот растворение, да, то есть перемешение энергии, потоков, то может быть и беременность, да. То есть что такое беременность, что такое зачатие? Это когда души сливаются, да, и происходит вот эта алхимия зарождения нового. Здесь земля, растворение, вода и огонь, искра. Ну, давайте назовем ее искра Бога, да. Хотя вы женщина достаточно страстная, но и вам и партнер такой нужен, в принципе. Давайте посмотрим, что вот это из прошлого такое вас держит. Вот держит оно, или за что вы держитесь. Тут вы уже смотрите сами, поскольку общий расклад вам ближе будет. Ну, смотрите, вы не теряете надежду, во-первых, встретить еще раз того, кто, возможно, был или подобного ему. Здесь паж жезлов, он может говорить и о ребенке. Может быть, это какая-то детская любовь. Это элементы идут, да, элементарь. Но по сути вы держитесь за шанс. Вы кого-то не отпустили, к сожалению. То есть вы где-то в глубине души, вот она глубина души, вот она глубина.
сохранили частичку материального мира в себе какого-то человека. Есть такая молитва по обращению к высшим силам. Она переведена мною с Каббалы, с идиша, по-моему. Неважно, в общем, с израильской. Мне коллега из Израиля присылала. То там вот есть такая молитва, где начитка идет разъединение своих частиц души с чужими. Вот, и она хорошо работает на отвязках. Поэтому как будто бы вы упустили шанс. И теперь его хотите вернуть. Но здесь вот эта вот комбинация, она больше о том, что вам больше нельзя терять этого шанса. То есть, по сути, как бы тот мужчина, который к вам идет, он судьбоносный. Он может слиться с вами, да, то есть вы можете в нем, и он в вас раствориться. Но шанс этот упускать нельзя. Поэтому, по сути, вас держит в прошлом упущенный шанс. И вы за это себя вините. То есть вас держит, по сути, это чувство вины. Вот это вот тоже вам нужно прорабатывать. И вы об этом знаете. Оно вас тревожит. Вот она, эта карта. Окей, давайте смотреть дальше. Что больше всего тревожит вас сейчас? Немножко про вас, да, посмотрим. Потом про мужчину пойдем. А вас тревожит ссора, конфликт, неоднозначность какая-то. И тревожит близнецы у вас такое, да или нет. Вот, будет, не будет, любит, не любит, пойдет, не пойдет, придет, не придет. Вот такое вот. Шайтанит вас. Но это больше всего конфликт. Может беспокоить рассорка какая-то, ссора, спор. Но больше всего вот какой-то конфликт, война, сопротивление. Вот это вас больше всего. Но этого и стоит вам опасаться. Может быть, вас беспокоит ваш характер, кстати. Здесь огонь. И это стрелец, аспект дьявола. Причем, младший такой дьяволенок, бесенок. А здесь элементы. То есть вас беспокоит, чтобы, возможно, мужчина не был агрессивный. Или вас беспокоит, а сможете ли вы со своим характером притереться к этому мужчине. Потому что притирка тут должна быть. Тут две материи, да. Давайте посмотрим вот это вот движение и вот это движение. Это движение отсюда, а это движение туда. Куда вам нужно двигаться? Во-первых, вам нужно двигаться на запад. Карта западная. Но вам нужно двигаться туда, где вы чувствуете. И туда, где вы чувствуете боль. Сейчас не торопитесь нервничать, переживать. Объясню, почему боль. Во-первых, это карта душевного страдания. А это карта физического страдания или опасности. Так вот, тут нужно понимать. Иногда для того, чтобы встретить мужчину, да, допустим, да, партнера, есть некие страхи и сомнения по поводу прошлой боли и страдания. Так вот, вы доработали эту боль, прожили эту боль или нет? Поскольку есть некая зацепка и якорь за прошлое, двойка, да, жезлов, и шанс упущенный, вы можете сожалеть о прошлом. И, соответственно, вот это движение к боли, это есть преодоление вот этого якоря. Это с точки зрения психологии, да, то есть это встреча со своим страхом, выход из зоны комфорта. Что это еще может быть? Преодоление чувства вины, оно же. И так далее. То есть различные психологические аспекты, которые вас не пускают. Поэтому, возможно, вам и нужно продолжать искать где-то какую-то дискомфортную ситуацию. Но если в вашей жизни было полно дискомфорта, уж прям полно, то вам нужно от этого все-таки отдаляться под свою ответственность, чтобы вы осознавали, что, допустим, у вас был сплошной дискомфорт в жизни всегда, и опять в какой-то дискомфорт вам не стоит. А если у вас этого дискомфорта не было, наоборот, то это выход из зоны комфорта. Понимаете, да? То есть уловите вот этот момент, почему здесь выпадает вот это движение. Если у вас вся жизнь была как по маслу прямо, и вам надо выходить из зоны комфорта, выходите. А вот если у вас в отношениях было всегда все плохо, то вам туда в плохо не нужно. Окей, да? То есть вы как бы ответственно понимаете, что вам больше страдать не нужно. Окей? Давайте посмотрим, какой мужчина на пороге у вас, да, который станет вашей судьбой. Именно станет вашей судьбой. Сперва вот даже вот так.
У вас есть цель найти этого мужчину. Какого мужчину подарит судьба? Вот так. Какого мужчину подарит судьба? Ай-яй-яй, выпадает пятерка мечей. Очень плохая карта. И знаете как? Ненадежный этот человек может быть. Давайте разбираться теперь, да, вот просто так карта же не выпадает. Вот тут же какая-то зона дискомфорта, а вот эти две карты, они соседствуют с вот этими. Вам может опять подкинуть судьба злодейка что-то ненадежное. Поэтому ненадежное, предательское, возможно, это было у вас предательство, да, этот якорь, да, он о предательстве может быть вполне. А шанс упущенный, это, допустим, у вас было 2 человека, как минимум 2 варианта, и вы выбрали не того, ненадежно. Хорошо. Хорошо. Да, давайте спросим, что сделать для того, чтобы не попался такой человек, да, чтобы судьба наоборот не дала этого предателя, да. Ну, посмотрите здесь, предателя же, да. Вы видите здесь Вот напишите мне, что вы видите на этой карте. Предательство видите или нет? Смотритесь, можете на паузу поставить и присмотреться, окей? Хорошо. Что делать? Как вот повести себя, да, вот какая модель поведения, вот эти две карты, это модель поведения осознанного. А вот он король. Вот он король огня. И вот он. Вам по судьбе идет мужчина огненный. Во-первых, вам, чтобы не попасть на предателя, вам нужно искать лидера. А вот он лидер. Вот он лидер. И вот лидерство. Это ответственность. Это задатки лидера или наклонности лидера. А вот это вот карты стремления к цели и управления ситуацией. То есть вам нужен человек, который, знаете, вам нужно искать именно такого вот Винни в виде вице. Пришел, увидел, победил. Услышали, да? Соответственно, скорее всего, пришел, увидел, победил. Он не будет предателем. Почему? Потому что он отвечает за группы лиц. Да, допустим, он не сконцентрирован на себе, на своем эго. То есть предательство, оно обычно там, где гиперактивное эго только о себе, да, то есть только в своих интересах. Нет, здесь как бы управление массами людей, да, то есть власть. Нужно искать среди людей, которые относятся к власти, к предпринимательству, к большому бизнесу, да, крупному, ну, может быть и успешному малому, среднему, то есть человек, который отвечает за что-то кроме себя, не одиночка. Ну и концентрируйте внимание на огненных мужчинах, поэтому вам по судьбе огненный мужчина, и видите, может быть у вас в прошлом и был огненный, поэтому вам стоит все-таки и присматриваться и где-то делать выводы из ошибок прошлого, да, вот с этим мужчиной прошлого. Хорошо. С каким мужчиной или при каких обстоятельствах вы можете слиться? Вот что станет той, давайте, активной средой, которая позволит воде просочиться в землю и дать новые ростки? Это скорость. Опять огонь. Смотрите, здесь очень много огня. Огонь, 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 огонь. Вас прямо окружает огонь. И следите за свечой. Она такая уже у нас на таком, на издыхании, как говорится, ну, остатки горят. Тем не менее, что? Это любовь, это влюбленность. Вы почувствуете влюбленность, вы влюбитесь в этого человека. И это многосторонность, ну, то есть со всех сторон карта, да, то есть вот она затрагивающая все сферы. То есть вы будете со всех сторон подходить друг к другу. Вам это будет нравиться, вы будете во многом похожи, у вас будет много общего, много общих целей. Вам будет легко, это легкая плазма, да, легкое движение такое. Вы будете вот как будто бы парить в зависшем состоянии с этим человеком, и вам от этого не будет дискомфортно, то есть вы не будете испытывать некого напряжения. Вообще, как бы, учитывая то, что огня много, я такой склонен, что может быть вы или дева, телец, козерог или сама огонь. Ну, то есть вот огонь с землей, они могут, то есть если женщина земля, а мужчина огонь, могут быть. Ну и наоборот тоже могут. Ну, тяжеловато уже, но могут быть. Могут. Дальше. Хорошо.
Давайте посмотрим, какой шанс, вот в прошлом вы какой-то шанс вроде как упустили, да? Какой шанс даст вам этот человек, этот мужчина, новый, который судьбоносный? Какой он вам шанс даст? Ну, смотрите, вы не исключено, что через дружбу придете к любви. То есть вот вы сможете почувствовать друг друга. Это рыбы, это тоже рядом с рыбами очень близко, да. Вы сможете... Да, это и есть рыбная кота на самом деле. Нет, это водолейная. Вы сможете, знаете, как открывать чувства потихоньку, медленно, не резко. Возможно, вот этот вот, когда вы в прошлый раз резко открылись, да, вас где-то, может быть, придавили, да, или причинили вам боль, страдания. Вот, поэтому какой шанс даст на единение души все-таки вот здесь, вот это единение душ. Родственную душу вы, давайте так скажем, рискуете притянуть в свою жизнь. То есть, по сути, возле вас будет мужчина, родственная душа, который будет вам и другом, это друг, и любовником, и вашим владыкой, вашим властелином, да, вот таким вот. Это гармония на самом деле. Здесь, знаете, вот карты сегодня выпадают, да, вот даже вы по цветам можете посмотреть в этом блоке, оно гармонично. Вот здесь немножко в будущем, ну, могут повторяться какие-то проблемы. Ну, посмотрим, да, что вас может ждать с этим мужчиной конфликтного, да, то есть что настораживать может, на что стоит обращать внимание, да, с этим мужчиной. Ну, смотрите, здесь сомнение Земли, да, то есть или неуверенность Земли, или шаткость Земли, или сомнение. Первое. Что вам может помешать с этим мужчиной? Ни в коем случае не кастрируйте его. Ну, что такое кастрация психологическая? Я в психологическом формате говорю. Это не то, что вы подумали, да? Смотрите, нельзя сомневаться в своем мужчине. Вот в короле жезлов нельзя сомневаться. Как только вы в нем засомневаетесь, и он это услышит, увидит, он почувствует вот эту кастрацию, условно говоря, да, и как бы самолюбие нельзя его задевать, это раз. Не поддавать его сомнению, не давить на него финансово, на этого мужчину. Не ставить, не делать ставки на деньги, на финансы. Тут у вас это риски. То есть, если вы прям будете требовать что-то, стучать кулаком по столу, у вас не получится. То есть, тут не вопрос денег. Тут не вопрос в материи. А в прошлом у вас оно, возможно, и было. То есть, ну, вы могли обжечься на том, что вы требовали от мужчины, да, а он не давал. Или наоборот, не требовали, а он давал. Тут вопрос тоже брать, давать еще. Но хорошо, здесь что может стать конфликтом? Сомнения в мужчине. Именно какие сомнения? Вы можете в глубине сомневаться, условно говоря, но ему это говорить о том, что ты там на что-то не способен, понимаете, об этом, да? Что я сомневаюсь, что ты меня потянешь. Вот тогда вы сразу его отобьете. Тогда он превратится вот в это. Это называется пепел огня или кровь на земле. Поэтому что вам может помешать? Это сомнение в собственном успехе и в успехе вашего партнера, вашего мужчины. Вот вам нельзя сомневаться, что судьба вам дает подарок, шанс, приз. И этот приз вам нужно вот с ним бережно, вот чистыми руками его держать, да? И, ну давайте так, не испачкать сомнениями. Слышите, как родилось, да? Не испачкайте сомнениями тонкий чистый мир будущего вашего мужчины. Вот так. Окей? Ну и, конечно, у вас есть сомнения, вот они. Но мы перекрыли эти сомнения. Я специально достал карту. Как будто бы я пламенем свечи выжег эти сомнения. Выжигаю ваши сомнения. И пусть ваши сомнения отожгутся и освободятся. Освободят ваше сердце, душу, разум. Окей. Амен. Давайте посмотрим. Вот это движение, это печаль, да? Это зона дискомфорта. К чему она вас приводит? Что вы получаете на выходе за свои боли и страдания с этим мужчиной, да? С этим мужчиной получаете не боль и страдания,
а на выходе с этим мужчиной за свои прошлые боли, страдания, окей? Давайте смотреть. Вы получаете очень ценный приз, вы получаете страсть, огонь, желание жить, творить, создавать, управлять энергией секса, управлять собой и управлять этим мужчиной. Но это гармоничное управление. Здесь есть все. В этих энергиях есть все абсолютно. Вы можете всмотреться, поставить на паузу и написать, что вы видите, что вы рассмотрели в этом аркане, в этой карте. Ну, кто не знаком с этой колодой, это все кофейные отливки. Все. И в белом цвете, и в черном. Да, тут есть и белый, и черный. То есть, по сути, что вы получаете? Вы получаете желание жить в новой реальности. Вот эта карта и вот эта карта. А зажигает вас мужчина. То есть, по сути, смотрите, как вы узнаете этого мужчину. То есть вы прямо загоритесь, вы такие, у вас огонь в глазах появится, свет, блеск, энергия ра пробудится в вас. Да? То есть вы ощутите опять вновь желание жить, как в детстве, да, как ребенок. Вот он, вот это. Вы будете чувствовать себя с этим человеком как ребенок. Поэтому и душа в душу вы будете и быть, и жить. Понимаете, да, о чем я говорю? Окей, давайте посмотрим черты характера этого мужчины для начала. Ну так, пробежимся бегло. Какой он будет, этот мужчина. Черты характера. Вот, он будет, смотрите, он будет деятельный, но рассудительный и спокойный. Вот он именно резких движений этот человек не будет делать. То есть, да, он огонь, да, он с властью, но он не будет никогда, ну, знаете, как руководиться эмоциями. Вот если вы всмотритесь, вот мужчина сидит, да, а вот его эмоция в Луне. Да, вот какой скрытый смысл этой карты. Спокойствие, да, или скрытое тело в Луне, покойник. Спокойствие и покой, да, потому что Луна это, ну, загробный мир всегда, ну, часто, да, символизирует, не всегда, но часто. Мы не можем говорить всегда, постоянно, да, но все меняется, это хаос. Поэтому, по сути, этот человек, прежде чем что-то сделать, 1000 раз подумает. Но самое важное, возле этого мужчины вы будете чувствовать себя в покое, спокойной женщиной. Вы будете всегда его хотеть, условно говоря, и он вас будет хотеть. Да, энергия. Вот она энергия, вот она энергия. Видите, как диагональ сыграла, да? Вон она. Через богатую энергию, да? Но сомнение у вас тут такой еще триггер, да? Нужно перестать сомневаться, отработать это. Вот здесь этот мужчина, он просто не сделает лишнего движения, не продумав. Окей, не будет вспыльчивый. А зачем вам вспыльчивый мужчина? Напишите мне, зачем вам вспыльчивый мужчина. Давайте еще черту характера посмотрим. Вы знаете, он будет находить всегда будет, вот у него позитивное мышление. То есть он во всем плохом всегда может найти что-то хорошее. Это очень классное качество, кстати. И он сможет изменять вашу реальность в лучшую сторону. Этот человек легко находит выход из любой кризисной ситуации. Смотрите. Богатство, Луна и выход, да, то есть движение. То есть с этим человеком, давайте так скажем, вы просто не пропадете. Это хорошая черта характера. Он вам так и скажет: ты со мной не пропадешь. И ваша жизнь будет меняться к лучшему. Причем спокойно это будет происходить. И да, если вы хотите, чтобы ваша жизнь начала спокойно меняться к лучшему, сразу ставьте сейчас на паузу, загадывайте это желание, пишите в комментарии, обязательно сбудется. Дальше давайте посмотрим еще, что он несет в вашу жизнь, да, вот его характер, его материя, да. Несет счастье, вы с ним будете счастливы, видите, здесь дружба, взаимное растворение друг в друге и счастье. Счастье благодаря потокам энергии. Кстати, у вас еще и энергетические потоки или в процессе с этим мужчиной, или перед тем, как он войдет в вашу жизнь, вы будете работать с энергетическими потоками, с какими-то практиками, энергетиками, может быть, собственной энергетикой, может быть, групповая энергетика у вас будет. Группу я здесь вижу, знаете где? Вот здесь только, пока что.
Она как-то с краю у вас. А знаете, почему я ее с краю вижу? Вы группу не расцениваете как что-то нужное. Смотритесь в эту карту. И смотритесь больше не в этих людей. Хотя за группой есть свет. А вот здесь, что вы видите, напишите. Вот эта группа вам поможет. И что вы там видите, можете написать. Группа кого? На паузу, если что, поставите. Хорошо. Давайте посмотрим теперь, что еще несет. А давайте посмотрим, как он изменит вашу тяжелую судьбу. Планируете ребенка, родите от него ребенка. Как минимум вы станете богаче, здоровее и сильнее. Все. Ваш материальный мир придет в гармонию и счастье. Отличная комбинация. Вам важно не сомневаться в этом мужчине, который появится. Здесь, напомню, речь идет больше о мужчинах огня и земли. Телец, Дева, Козерог, Овен, Лев, Стрелец. Но здесь еще есть вот мужчина, допустим, если в центре у вас есть рыба. Рыба. Вот чистая рыбка. Окей. Ну давайте, он будет вас любить как мать свою. Но смотрите, прежде чем, да, связывать с ним судьбу, спросите, какие у него отношения с матерью. Если с матерью у него хорошие отношения, то он и вас любить, соответственно, будет как мать. Видите? Это кармическая связь. Здесь карма. Поэтому вот так, как он относится к маме, так он будет относиться и к вам. Поэтому это такой, может быть, даже как подсказка высших сил вам для того, чтобы найти своего человека все-таки. Ну и он реализует вашу мечту. Вообще эта карта у меня называется Дерьмо-демон, да? Но я вам так скажу, он осуществит вашу мечту и избавит вас от всего дерьма. Ну, лишнего я имею в виду, да? То есть, ну, дерьмо в плане лишнее, которое не нужно вам. Вот нечистот вот эти. Ну и, возможно, даже к этому процессу, да, нужно относиться без иллюзий. Но и подходить уже будучи с чистыми энергиями. Поэтому вы, скорее всего, и будете заниматься какими-то практиками. И когда практики уже будут давать свой результат, вот эта энергетика, когда пойдет по вам, то есть судьба будет уже без иллюзий подкидывать вам реального мужчину, реального управленца этой реальности, да, где вы можете этой реальностью управлять вместе. Почему? Зачем вам сливаться? Для того, чтобы управлять энергией вместе, для того, чтобы сложить эти энергии и управлять ими. И что вот это мы видим? Мы видим две половинки атомов, сложенных, да, друг другу, и происходит ядерная реакция. То есть происходит рождение новой звезды, нового мира. И рождение ребенка здесь тоже может быть. Смотрите, материнство и беременность. Материнство и беременность. Видите, какая диагональ? Через воду. Цель, семя, стрела, амур, слияние, дружба и беременность. И зачатие здесь тоже может быть. Но это больше зачатие. Хорошо, давайте еще посмотрим знаки судьбы, чтобы не затягивать вам. Я коробочку возьму сюда, положу себе, перемешаю. Хорошо, давайте первый знак судьбы. Первый знак судьбы, вот как раз на судьбу ложим. Ну, смотрите, эта карта называется, не карта, а знак судьбы. Называется петля времени. И смотрите, как интересно выпало. Да? Похоже. Да? И эта карта, и это руна, знак. Вы ходите по кругу в одиночестве. И это ваша вселенная. Одиночка. Вселенная одиночки. И видите, судьба, колесо фортуны, притягивает к себе знак одиночки. Я не исключу, что коррекцию судьбы в каких-то практиках вам желательно осуществить. Но до этого вы дойдете со временем. Может быть, не сейчас. Может быть, вас это сейчас отталкивает. И часто вот вы слышите какой-то месседж, послание высших сил, вас вышибает. Вы прямо беситесь. Эта тень ваша срабатывает, да, и вы как бы закрываете дверь, хлопаете дверью, да,
отворачиваетесь от того человека, который вам это сказал, или закрываете расклад. Ну, вас выбешивает, да, тот человек. Ну, это тень, вы попадаете на тень. Вот если вас сейчас отталкивает это, то это может быть ваша тень. А если вы согласны с этим, ну, то вы и не беситесь, да, то есть вы спокойно реагируете на раздражители, да, и красная тряпка вас уже не раздражает, не бесит. Поэтому смотрите, знак судьбы. Ваш мужчина, который сделает вас счастливой, и вот то, что я все сказал вот здесь внизу, он связан с вашим одиночеством. Возможно, он такой же одиночка, как и вы. То есть ищите именно вот одиночество, такое же подобное вам, но и прорабатываете свою петлю времени, свое одиночество и судьбу, свою одинокую судьбу. Я не исключу, что вы бежите от этого одиночества, а оно вас преследует. Окей? Это именно коррекция кармы и судьбы здесь может прорабатываться. Давайте следующий знак судьбы. Знаки у меня сегодня в коробочке. Смотрите, Плутон перевернутый и Луна. Вот интересно выпало, да? Плутон перевернутый с Луной. Вообще прямой Плутон это еще как бы содействие высших сил. Содействие высших сил, извините, темных сил. Ну, как бы высших темных сил. А здесь наоборот непокорство темных сил. Вам нужно, я не говорю, что у вас какая-то порча, родовое проклятие и так далее. Но вам нужно этот фактор исключить. Давайте так скажем. Мы же знаки сочетаем, да, то есть подсказки. Для того, чтобы привлечь этого мужчину, вам нужно исключить черную магию на вас, как на женщине, на второй чакре, на половых органах и на женском роде по линии матери. Если мать, бабушка была ведьмой, колдухой, я извиняюсь, то вот это вам и нужно корректировать, где-то, может быть, подчищать, убирать этот Плутон перевернутый. А здесь очень высокие риски того, что, может быть, из-за этого у вас и с детьми не очень. Может быть. Вот так еще как бы темные силы вам помогают, вот так они нифига вам не помогают. Они как бы ставят крест на рождении ребенка даже. Или на рождении новой жизни или светлой жизни. Поэтому, давайте так скажем, глобально черную магию вам нужно вычистить, убрать. Или проверить хотя бы себя на элементы черной магии. Потому что перевернутый Плутон упал на Луну. Не просто так. Вот так бы я сказал, вам покровительствуют темные силы. И вы можете обращаться к темным силам за помощью. А так я вам скажу, вам темные силы мешают, к сожалению. Может быть, даже и кружат вас в одиночестве. Я не исключу рядом эти карты или так сегодня. Ну и родовые программы мамы, и кармические. Карма, да, вот все сюда. Все тут рядышком, две вот этих карты. Карма, родовая программа, услышали. И черная магия. Давайте посмотрим дальше. Какой шанс у вас по знакам судьбы, или как вы распознаете свой шанс. Да? Вот так. А тут вопреки судьбе. Здесь Сатурн перевернутый. Это случится вопреки судьбе. Можно так и назвать этот расклад. Но Сатурн перевернутый, он еще и о каком-то роке, да? Роковые какие-то события. Давайте так скажем. Роковые события перевернутые, Сатурн перевернутый. Знаете, я вам скажу так, вы скорее всего закончите какой-то кармический цикл. Перевернутый Сатурн, карма. То есть вы вот тут вот что-то отработаете уже по карме, да, то есть вы откуда-то выйдете и перейдете в другую реальность. Смотрите, это отсюда, а это туда. Видите? И вот у вас и закончится кармический цикл. То есть, как вы узнаете, что это у вас шанс, а вы почувствуете облегчение. То есть, десятка жезлов у вас будет проработана. Кстати, здесь десятки жезлов нету в этом раскладе. Есть восьмерка только жезлов, да? Ну, огня. А ну, давайте проверим. Вдруг сейчас десятку жезлов вытащу. Нет, здесь четверка земли. Но все равно четверка земли, это вы за что-то цепляетесь именно в майе, в материи. А тут видите майя, да? Пирамида майя. А майя как материя, слышите, да? Созвучно даже, да? Интересно, как ложится. Да, вы что-то отпустите, это может быть даже что-то материальное, вы, может быть, что-то продадите. Может, кого-то похороните, кто-то уйдет в мир иной. Это зиккурат, поэтому, ну, кого-то, может быть, кто-то умрет, может быть, даже. Ну, уйдет из вашей жизни. Ну или что-то материальное перестанет для вас иметь значение. Окей? Ну, давайте зиккурат сюда положим, пусть он прогорает, этот Сатурн наш. Хорошо. Давайте посмотрим знаки конфликтов
знаки конфликтов. Ой, тут вообще затмение. Во-первых, вы будете выходить, смотрите, знаки перевернутые, все темные. Это такой знак, он неплохой и не хороший, он больше как о вселенной какое-то одиночество, да, о какой-то галактике, да, о чем-то таком обособленном. Смотрите, может быть затмение, может быть какие-то события прямо. Этот мужчина идет на затмение, на события, на какие-то серьезные, да, на судьбоносные события. Они как бы, Сатурн это роковые, но рок, вот этот мужчина несет перемены в очень тяжелом периоде вашей жизни. То есть затмение вашей жизни, оно будет заканчиваться. То есть благодаря нему вы будете проходить этот цикл. Услышали, да? То есть если этот мужчина появится в период, когда вам будет, ну, ваше состояние будет на букву Х, не подумайте, что оно хорошее, да, то это значит он. То есть он идет на кризисе на каком-то. Может быть, даже и у него будет кризис, и вы вместе будете этот кризис преодолевать. Хорошо, вот эта зона тоски и дискомфорта, она о чем? Ну, это выход из зоны комфорта все-таки. Рота, колесо, Таро, рота, Таро, колесо судьбы. Колесо судьбы. Вы закончите какой-то кармический цикл. Но он будет связан, когда вы его встретите, как вы его узнаете. Он придет к вам в очень тяжелый период. Может быть, как спаситель. Может быть, как спаситель. А может, придет вам на выручку, на помощь. Именно вот помощник. Но главное, чтобы вы не стали жертвой или заложником этого помощника. Имейте в виду, потому что, ну, если он спасатель, а вы жертва, да, понимаете, да, этот треугольник Карпмана, тогда вам, ну, как бы просто нужно его узнать, а не быть там очень слабой. Почему? Потому что, ну, у вас тут слабости особо и нету. У вас все ок с этим. Окей. Давайте еще один знак судьбы я вам выложу. Просто совет. Смотрите, здесь выпадает Нептун перевернутый. Нептун это вообще гламур, это светское общество. Перевернутый. А у вас вот запрос очень высокий. Попробуйте искать этого партнера в тени. То есть не обязательно там среди элиты какой-то. Да, он не должен быть бомжом, но он не обязан быть президентом, условно говоря, да, корпорации или страны, или там послом, условно говоря. Поэтому здесь вот даже опять вилы вниз, да, как бы такое, попробуй быть проще, и к тебе потянутся, да, то есть проще смотри на все, да, вокруг себя. И, возможно, вот это и будет для тебя выходом из зоны комфорта. А давайте теперь я еще хочу имена посмотреть. 2 секунды я возьму руны, потому что я их не взял. Имена вашего мужчины. Загадайте любой знак судьбы из этих вот. Сконцентрируйте свое внимание на любом. Ну, давайте я сюда положу, потому что коробочка у меня не помещалась на стол. Так, первое имя раз. Второе имя. Можете выбирать по позиции, по знаку, который вам больше всего нравится. Имена вашего мужчины. Или имя вашего мужчины. И вот 5 имен, я думаю, вам... Ну, давайте уже и сюда, да, который не гламурный, да. Не аташе, да. Ну что, первое имя. И на И. И. Прямо И. Иоанн, например, да? Кх или Х. Кх или Х. КХ или Х. Е или Е. Е. Ну, Е может быть Э. Ну, вообще это Й. Может быть Джей. Джей. Ера, да? На Джей. Е и Е. Ну, в разных алфавитах, в разных религиях, культурах, да, мирах по-разному может. Вот услышите именно Джей, Е и Е. И Ингвар это, ну как же это, господи, это же буква алфавита все равно. Инг.
Ну, посмотрите, как расшифровывается эта руна. Я сейчас не вспомню, как она по буквам расшифровывается. Короче, Инг. Может быть, на И. Буква А. Может быть, Ал. Вообще, это Алгис. Может быть, Альберт, например, или на А. Александр, там, ну и так далее. Все, что угодно. Ну и В. Виктори. Ну, там, Виктор. И пошло-поехало на В. Друзья, я уверен, что вы где-то услышали что-то здесь сегодня для себя. Если вам было интересно, нажмите лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, какие бы вы еще темы хотели видеть, слышать с использованием рун, знаков судьбы, карт Таро, каких инструментов вам еще не хватает и тем для раскладов в моїх випусках. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Лишайтесь на зв'язку і все буде добре. Побачите. Па-па.